Метрах в 5 от огромного офисного здания на обледенелом грязном асфальте стояла на 3 ногах худая бездомная собака со слезящимися глазами и кого-то высматривала в дверях. Больная нога, видимо, мерзла, и собака, прижимая ее к животу, невольно приседала. Выражающим муку, загнанным взглядом она равнодушно провожала одних, заискивающе виляла хвостом перед другими, третьи бросали ей что-то вроде «ну что, жучка», и ее глаза загорались надеждой. Но машинально заметившие ее уже забывали о ней и равнодушно уходили или брезгливо отмахивались, и ее слезящиеся глаза тухли, и она опять приседала, поджимая под себя больную ногу. И я понял, что она никого не ждет, а выбирает себе хозяина. Бездомная жизнь, без сомнения, была ей уже не вмоготу, и она выбирала хозяина. Она дрожала от холода, была голодна, и глаза ее, худое тело, хвост умоляли: «Ну, посмотрите на меня кто-нибудь, ну, возьмите меня кто-нибудь, а я отвечу вам такой любовью». Но усталые люди шли дальше. Бедная собака порывалась идти то за одним, то за другим, даже делала несколько шагов вслед, но тут же возвращалась. Она остановила свой выбор на молодой женщине, такой же усталой. Женщина скользнула взглядом по собаке и прошла мимо, но собака пошла за ней, сначала неуверенно, потом решительно и безоглядно. Женщина случайно оглянулась, увидела собаку, сразу преданно завилявшую хвостом, но тут же пошла дальше. Собака легла и положила голову на лапы. Она уже не ласкалась униженно, она просто ждала, не сводя с женщины глаз. Женщина что-то сказала ей, и собака завиляла хвостом и почти на брюхе подползла к ее ногам. Женщина достала из сумки булку, положила ее перед собакой, но та не ела, глядела в глаза женщине. Она понимала, что от нее хотят отделаться подачкой. Тогда женщина опустилась на корточки и погладила ее по голове, протянула ей булочку, и собака начала есть, то и дело поглядывая на женщину. Она боялась, что та уйдет. Женщина все гладила собаку и что-то тихо и печально говорила также печально вздрагивающей животине. Потом достала из сумки ливерный пирожок, положила его перед собакой и быстро, не оглядываясь, пошла. Собака, оставив недоеденный пирожок, побежала за женщиной, заскулила, та растерянно остановилась. «Ну, что мне с тобой делать?» – почти со слезами спросила женщина. Собака благоговейно смотрела на нее. Женщина вынула из сумки конфету, положила перед собакой. Та взяла, просто из вежливости, чтобы не обидеть, чтобы не спугнуть своего счастья, и уже уверенней побежала за женщиной. Так они и скрылись за углом. Почему из сотен других собака выбрала именно эту женщину?